Меня зовут Нигора. Я приехала из Кыргызстана, город Бишкек. По национальности я наполовину кыргызка, наполовину уйгурка. Кыргызстан славится своей природой, прекрасным озером Иссык-Куль, также фруктами, овощами. Вторая моя нация, уйгуры, они славятся своей кухней. То есть самое популярное блюдо у нас лагман, как, наверное, многие знают. Также славятся танцами и игрой на инструментах музыкальных. Мое любимое место, это вот как раз, как я и сказала, это Иссык-Куль, это озеро, которое круглый год не замерзает. Проводить люблю время там со своими родными, купаться, загорать. И также горы. Горы, они величественные у нас, кататься на лошадях люблю, пить кумыс и наслаждаться природой. Как давно ты уже в России? Примерно 11 лет. То есть ты тут постоянно проживаешь? Да. Я тут закончила школу, поступила в университет. Вот, можно сказать, местная. Сразу в Перми была? Да. А почему именно Пермь? Мои родители здесь познакомились, и вот я переехала сюда тоже. Национальная музыка — это, если взять именно кыргызов, то игра на кумузе, то есть это национальный инструмент, и под него танцует также национальный танец. Кара-джорго он называется. Вот. А если взять уйгуров, то музыкальный инструмент дутар. То есть на нем тоже танцуют национальные уйгурские танцы. А может быть, какая-то есть песня у вас популярная или твоя любимая? Да, уйгурская любимая песня называется «Азиз-яр». То есть она такая обычно свадебная, веселая, танцевальная. Традиции с обеих национальностей. Если девушка, например, выходит замуж, то и у кыргызов, и у уйгуров есть такая свадьба, то есть называется «проводы невесты», дословно, если на русский переводить. Обычно делает сторона невесты, то есть ее родители примерно в таком национальном наряде провожают невесту в чужой дом, то есть к жениху, к его родителям. Она делает 3 поклона, то есть келин салам называется, стороне мужа, его родственникам, его близким. Вот. По традиции также есть выкуп, как, наверное, у всех, калым и махр. То есть в мечети, когда проводят свадьбу, мулла, который перед Богом их соединяет, спрашивает у невесты махр. То есть это то, что мужчина в течение жизни, скажем так, должен подарить своей жене. Неважно, обычно это деньги, квартиры, машины. Вот. Сейчас такая традиция стала очень популярной у нас. Вот. В Перми любимое место набережная. Обожаю гулять летом по набережной, встречать рассветы, белые ночи. И также я люблю театры. Любимый театр — это театр Моста. Обожаю все там произведения, все спектакли. Очень часто бываю. У кыргызов, так же как и у казахов, так как страны очень близкие и схожи, национальное блюдо — это бешбармак. То есть это тесто месят вручную, отваривают мясо и подают на стол гостям. И также они делают борсоки. То есть это, скажем так, мини-лепешечки, которые обжаривают и тоже подают. А у уйгуров это лагман, самое популярное, самое национальное. Также он бывает разного вида. Жареный лагман, домашний лагман. Есть название гуйру лагман. То есть тесто также месят и вручную, варят все. И очень много овощей свежих. Прям свежих, да, мясо. Обычно баранина, говядина добавляется. Вот, и также подают. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас вообще занимаешься? Может, ты учишься, там работаешь? Да, я учусь в медакадемии, последний курс заканчиваю, 6-й. Также я работаю провизором в аптеке, подрабатываю время от времени. По специальности я буду эпидемиологом. В планах, конечно, пойти дальше в ординатуру учиться и, скорее всего, по специальности работать. Пока так. Есть у тебя какая-нибудь мечта? Мечта?
Как таковой, мне кажется, нету, но я бы хотела, чтобы в целом родители мной гордились, и чтобы я жила достаточно хорошо, и занималась любимым делом. Наверное, вот пока что так, на данный момент в моей жизни. Просто хочется заниматься тем, что мне нравится. Скажи, пожалуйста, как у вас строятся отношения в семье? Может, у вас какие-то особенные они, то есть какие-то традиции такие, что там, допустим, нельзя там со взрослыми там сидеть за столом или что-то такое? Да, обязательно, когда приходят гости, обычно молодые люди, молодые девушки садятся у двери, можно сказать, то есть у самого края, ну, к окну садятся обычно взрослые, пожилые, те, кого мы уважаем. А молодые намного ниже садятся по статусу, можно сказать. Вот, и даже когда приходят к нам гости, мы с ними не сидим в основном, только приносим чай, угощаем, убираем приборы, посуду. Ну вот, как-то не принято. А в семье у нас достаточно хорошие отношения, мы друг друга уважаем. Мама каждый четверг готовит плов, потому что четверг считается таким священным днем, когда надо вспоминать всех своих близких, тех, кто погиб, и поминать. Вот. А праздники у вас есть какие-то семейные или национальные? Ну, национальные праздники, да. Навруз, мне кажется, как у многих, праздник весны. И Рамадан, самый главный праздник, который вот скоро будет. И мы держим пост вместе с мамой в течение месяца, придерживаемся. И делаем милостыню после Рамадана. Обычно в мечети или раздаем нуждающимся. Вот. Важно ли сохранять вот эту культурную идентичность национальную, живя как бы в городе, допустим? Обязательно, мне кажется, это очень важно, потому что в основном сейчас растут поколения, вот наше поколение растут в таких, скажем так, обрусевших семьях, где мало разговаривают на своем родном языке. Ну, просто я вот по себе говорю. Мало знает своих традиций, своей культуру. Поэтому, мне кажется, это очень важно вспоминать, и даже находясь, неважно где, в любой стране мира, все равно надо помнить и гордиться своей нацией, своей страной. А своим друзьям ты рассказываешь про ваши традиции? Может быть, готовишь какие-то блюда ваши? Да, в основном, ну, друзья у меня тоже, конечно, с разных стран. Я люблю вообще многонациональный человек, со всеми знакомиться, с всеми общаться. И бывает, да, я приглашаю в гости, мы с мамой готовим национальные блюда, им очень нравится, они постоянно говорят: «Негора, скажи нам рецепт, как это готовить». Вот. Почему ты решила принять участие в нашем проекте «Этнопермь»? Мгм. Вообще я наткнулась буквально случайно, ВКонтакте увидела, и мне стало это очень интересно, потому что на данный момент, мне кажется, во многих университетах очень много иностранцев, с которыми интересно познакомиться, пообщаться, также практиковать язык, английский, например. Я сейчас пытаюсь учить арабский, для меня очень интересен Ближний Восток, вся культура, вот, и мне кажется, это классно, что такой проект объединяет много наций, где каждый может познакомиться, посмотреть даже элементарно наряды, пообщаться в дальнейшем и попрактиковать, конечно, язык. Вот. Проект показал мне, что нужно узнавать людей, узнавать их культуру, интересоваться, потому что все мы разные, и все это должно быть интересно обычно нам. Вот.